Привет, друзья! Вы наверняка слышали эту уже избитую истину, что богатые — это те, кто постоянно чему-то учатся, тянутся к знаниям и так далее, а бедные — это те, кто и так все знает. Ну и мы все понимаем с вами прекрасно, насколько важно обучаться. Но это только теория, да? Ведь мы не всегда делаем то, что мы сами считаем правильным. И очевидно, что есть некоторые сложности. Очевидно, есть некоторые сложности, а вот как все-таки учиться, как сделать это эффективным и так далее. В этом видео я хочу с вами поделиться своими самыми успешными действиями, которые мне помогают постоянно учиться чему-то новому, что-то осваивать и в конечном итоге, конечно, применять это в бизнесе, чтобы получить результаты. Совет первый. Не пытайтесь все выучить мгновенно или освоить какой-то предмет, несмотря на то, что он для вас действительно важен, прям, знаете, сесть и в один присест его освоить. Подход, чтобы за короткое время, значит, что-то проглотить, впихать в себя и так далее. Знаете, вот понял, что у меня какая-то проблема с менеджментом, и теперь, значит, я возьму там десяток курсов по менеджменту и постараюсь их освоить там ближайшие 3 дня без перерывов на сон. Что-то в этом роде. Это не работает. Потому что человек, когда пытается в себя втолкнуть эту информацию в таком режиме цейтнота, он больше ориентирован на количество, не ориентирован на то, чтобы понять, на то, чтобы разобраться. И если таким образом подходишь, то, что у тебя в голове останется? У тебя останется в голове только в лучшем случае название курса или книги, которые ты изучал, а, собственно, сама информация, сами данные, они не будут усвоены. И здесь нужно принять во внимание еще один момент. Мы все с вами принимаем новую информацию, изучаем новые данные с разной скоростью. И есть люди, которые очень кичатся своей способностью быстро что-то изучать. Ты куда это? Домой. У меня экзамен в понедельник. Самое время принять душ и сесть за учебу. Понял? А есть те, кто изучает со средней скоростью или медленно. Я, кстати, не отношусь к людям, которые могут быстро схватить информацию. Мне для того, чтобы в чем-то разобраться, мне нужно прям посидеть, знаете, подумать, поразбираться, почитать. Я учусь не быстро, и я не говорю, что это какой-то предмет гордости или это какой-то предмет для стыда. Нет, это просто моя естественная скорость. Но то, что я делаю, когда я что-то изучаю, я действительно стараюсь погрузиться и понять. Знаете, когда ты учишься в школе, там очень часто ставят классные отметки, там 5 ставят тем, кто хорошо запоминает, тем, кто может пересказать стихотворение или там полкниги или целый абзац, тех, кто повторяет слова, которые произнес учитель. То есть проблема в том, что в школе поощряют запоминание, но запоминание на самом деле не является знанием. Не фокусируйтесь на том, чтобы запомнить. Фокусируйтесь, если вы хотите, вам понравилась какая-то идея, вам понравилось какое-то правило, и вы хотите, чтобы это стало частью вашей какой-то системы мышления. Не пытайтесь запомнить это правило, его формулировку. Лучше подумайте над тем, прямо помоделируйте в своей голове над тем, как это правило в жизни для вас бы работало. Или попробуйте применить это правило. И вот только через такую практику, через создание этих мыслительных конструкций вы сможете это по-настоящему усвоить. Поэтому гнаться надо не за скоростью, а за тем, чтобы действительно понять материал. Следующий совет. Ставьте себе, делайте, знаете, такие короткие достаточно спринты по обучению, сделайте это какой-то частью своей жизни. То есть не надо пытаться выделить время и запланировать свое обучение, там, чтобы пройти курс на 20 часов. Прямо сегодня, завтра там, и послезавтра, отложив все остальные дела. Потому что если откладываешь все текущие дела на потом, в конце концов они тебе прилетят проблемами, они к тебе вернутся. Совет заключается в том, что планируйте разумно и вознаграждайте себя за то, что вы двигаетесь по этому плану. Вознаграждайте себя какими-то перерывами, какими-то приятными моментами, какими-то приятными прогулками, в конце концов. Прозанимался там полчаса-час, как запланировал, пошел там, попил кофе, поболтал с друзьями. Позанимался еще час, зашел в соцсети, посмотрел свой любимый ТикТок или что-то в этом роде. Самое главное здесь — это планируйте разумно, планируйте рационально и не старайтесь заучить себя до полусмерти. То есть каким-то образом перемежайте вот эти занятия
чем-то умным с занятием чем-то приятным. И вот это удовольствие, которое вы будете получать в качестве вознаграждения, будет создавать такое позитивное отношение к обучению. Совет третий. Он связан, знаете, с переключением внимания или с изменением точки зрения на предмет, который вы изучаете. То есть первая точка зрения, когда ты, например, изучаешь какой-то курс или читаешь книгу, конечно, стараешься максимально понять точку зрения автора. И при этом, естественно, максимально фокусируешься на том, чтобы понять там каждое слово, каждую фразу, каждую идею, которую дает тебе этот эксперт, этот автор курса или этот автор книги. Но потом требуется все-таки какое-то переключение, знаете, поразмышлять об этом предмете в целом. Это помогает делать не только учебные материалы. Например, в определенный момент я изучал принципы работы венчурных фондов, private equity фондов, а вообще всего этой области инвестирования, законодательства, которое лежит в основном, механики, принципы работы и так далее. Но в тот же момент, мне так повезло, я случайно абсолютно наскочил на фильм, который называется, я думаю, «Кремниевая долина» на русском, Silicon Valley. И этот ТВ-шоу, то есть это сериал. Я когда смотрел этот сериал, знаете, вот все, что я изучал в очень серьезной области на академических университетских курсах, связанных с инвестированием, я, наблюдая или смотря этот сериал, я видел, как в художественной форме обыгрываются подобные события с другой стороны, с точки зрения реальной жизни. И вот эта вот расфокусировка и возможность посмотреть на предмет с разных сторон делает его многогранным, делает его ярким и делает его более понятным. Я плачу 200 тысяч за 5%, а вы даете ему в 2 раза больше за койку и бутерброды? Вы, наверное, замечали, что есть довольно годные сериалы и фильмы о бизнесе, которые демонстрируют разные принципы, разные законы. Кстати, если вы знаете какие-то сериалы, фильмы подобные, поделитесь в комментариях, напишите, что это за фильмы, что это за ТВ-шоу, которые показывают как раз разные механики, связанные с бизнесом, которые помогают осваивать знания, знаете, получать представление о том, как это работает. Я буду вам благодарен. Напишите. Следующий совет. Этот совет касается связи тех данных, которые вы изучаете, тех принципов, которые вы изучаете, с тем, что вы уже знаете, и с вашим опытом. Это то, о чем говорит, например, Илон Маск, основатель Теслы, SpaceX. Для него, когда он изучает что-то новое, он говорит о том, что это для него какое-то, знаете, такое семантическое дерево. Семантическое — это смысловое, то есть дерево смыслов, где смыслы связаны со смыслами. И Маск, это его такой совет, что когда изучаешь что-то новое, и убедись, что ты понимаешь более фундаментальные вещи. Это очень, я с этим, кстати, полностью согласен, потому что часто люди хватаются за какие-то поверхностные штуки, не понимая фундаментальных, поэтому, как на этом дереве, знаете, эти листья, мелкие веточки наверху отваливаются, осыпаются, хотя эти уже мелкие веточки, эти листья, это и есть те самые практические вещи, которые можно применить и получить результат. А потому что не хватает каких-то фундаментальных знаний. Естественно, возникает вопрос, а как убедиться, то есть я понимаю или я не понимаю? Для меня есть такая простая идея, простая проверка. То есть, когда я что-то изучаю, я просто задаю себе вопрос, а как я это могу применить в своем бизнесе, в своей жизни, в своей компании, прямо сейчас? Как это могло бы работать с моей компанией? Или почему это не могло бы работать в моей компании? То есть я задаю себе этот вопрос, я прям стараюсь визуализировать то, что я изучаю, как это работает в моей компании. Если у меня что-то не стыкуется, я понимаю, что я чего-то не понимаю. Возможно, надо сделать шаг или два назад, чтобы разобраться, прояснить, что-то еще посмотреть, что-то почитать на эту тему, чтобы действительно понять предмет. В общем, связывайте знания с фундаментом, разбирайтесь с фундаментом, и всегда проверяйте таким простым тестом, как я это могу применить или нет. Я хочу это отдельно обозначить, что не путайте информацию и знания. Информация, сведения — это то, что мы получаем, это то, что написано в книгах, это то, о чем говорят на курсах. Знания — это конструкция и механизмы у вас в голове.
Ну, я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. То есть у вас есть ваша область экспертизы, и в этой области экспертизы вам не нужно помнить какие-то правила, как правило. Вам не нужно запоминать какие-то списки. В области своей экспертизы вы просто действуете, потому что у вас есть знания. Вы знаете, что если вы хотите, чтобы сотрудник работал лучше, вам нужно направлять ему какое-то положительное внимание, вам нужно давать ему подтверждение, вам нужно говорить о его сильных сторонах, их развивать и так далее. Ну, если вы действительно это знаете, то это просто часть вашей работы, это часть вашего отношения, это вы, понимаете? И вот это то, что такое знание. Знание — это вы. Это то, как вы это используете и применяете. Это не просто какая-то информация, которой можно поделиться. Иногда даже из-за этого профессионалов, экспертов, когда у них спрашивают, а как ты это делаешь, они прям очень серьезно и глубоко задумываются. Иногда зависают на некоторое время, пытаясь найти слова, найти объяснение того, как они действуют. Сволочь, как ты это делаешь? Почему? Потому что у них есть знания, но они не готовы даже эту информацию сформулировать. То есть я просто хотел вам сказать, что информация и знания — это разные вещи. Но преобразуется информация в знания, поступают нам новые данные какие-то, они нам поступают в виде информации, и это наша работа эту информацию преобразовать в наши собственные знания. Ну и самое простое, это, как я говорил уже сначала, представить это мысленно, как это будет работать, ну а потом начать это реализовывать. И это нужно реализовать, то, что называется закреплением знаний. Я это видел 1000 раз. Ты проводишь какой-то тренинг, ты даешь какую-то теорию, даешь даже какие-то упражнения, тесты по теории, тебя слушают и говорят, ну да, все понятно, мы все поняли, отлично, пошли дальше. А потом ты даешь практику. Практику, не тест на знание теории, а практику. Пойди теперь и примени это. И знаете, что происходит? Всегда, 99% случаев, всегда тебе в этот момент, когда человек начинает делать практику, он только в этот момент начинает задавать вопрос. Следующий совет. Когда вы какой-то предмет хотите изучить, постарайтесь использовать разные форматы получения информации, разные форматы обучения. Ну, есть классические, естественно, форматы, которые работают великолепно. И никогда нельзя отказываться от классических. Я имею в виду какие-то курсы, тренинги, обучающие программы, книги. Но, кроме того, есть еще и другие форматы. На сегодняшний день есть потрясающие, практически на любую тему, есть подкасты в Ютубе, которые можно там собрать в плейлисты и в тот момент, когда ты не занимаешься активно обучением, слушать эти подкасты. Обычно в этих подкастах много интересных примеров, историй. И когда ты сочетаешь, знаете, такое классическое обучение с такими вот подкастами, то в этих подкастах есть какие-то живые примеры, которые раскрывают принципы, которые ты только изучал. Еще один способ для меня мега ценный — это участие в бизнес-сообществах. Это бизнес-клубы, тусовки. Это места, такие мастер-майнды, где обсуждаются какие-то вопросы, рассматриваются какие-то животрепещущие проблемы предпринимателей. Для меня это тоже абсолютно потрясающий источник информации. Не с точки зрения того, что я там часто нахожу прямо решение. Но то, что я там часто нахожу, я нахожу примеры, которые мне демонстрируют, как работают разные принципы. Я там часто нахожу какие-то факапы, которые тоже демонстрируют какие-то принципы изучаемые. И я там нахожу вдохновение, когда у кого-то там что-то получилось, и человек старается этим поделиться с другими. Ну, а если вы хотите изучить, например, инструменты руководителя, менеджмент — это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день, работая с вашими сотрудниками, сталкиваясь там со всевозможными проблемами организации, я вам очень рекомендую свой мастер-класс. Он называется «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». Это всего 2-часовой мастер-класс, но он очень сконцентрированный, сконденсированный. И я там рассказываю об инструментах, о том, как они должны работать в бизнесе, для того, чтобы можно было достаточно легко и осознанно управлять компанией, там, избежать какого-то хаоса, ну и, естественно, развивать ее, расти, чтобы она на новый уровень выходила. Ссылка на этот мастер-класс в описании к этому видео.